И всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, канал Анрулагон, и я наконец-то дошел до того, что снова хочу играть в World 2. Вернее, как это сказать, в одиночку, вот. Одиночную кампанию. Я отошел после вот этого жуткого квеста, который у нас еще не закончен, но я его планирую сегодня добить. Вот этот квест по усыпальницам, который просто меня выбесил. Ну, на самом деле, да, я признаю, что можно было бы догадаться в некоторых местах, что надо ходить по бочкам, по крысам, там, по трупам. Вот, но все равно этот квест меня бесит. Так что давайте мы его наконец-таки добьем и продолжим уже основной сюжет. Я надеюсь, что мы закончим... Там какая у нас глава сейчас идет? Первая, да? Первую главу мы закончим. Мы попадем в башню Когтя, если я не ошибаюсь. Или Клыка. Не, Когти, по-моему. Вот, так, какое у нас сохранение? Я уже не помню. Эремос, Саванна. По-моему, вот это, да. Вот, мы загрузились. Да, это вот одна из последних усыпальниц. Это же она, да? Да. И осталась последняя, насколько я помню, усыпальница, которая у нас находится... Чертов... У черта на рогах, короче. Полевой госпиталь. Так, стоп, а почему оно у меня никак не обозначается? Слеза Мэлель. Нет, это не то. Давайте-ка мы посмотрим журнал на пятерочку, да. Так, Хатмандор, да, по-моему? Изменник, что это? Капитан подозревает одного из своих людей в измене. Нужно найти предателя и заставить его замолчать. Чалька. Так, Бая, вот, усыпальница... Тетти или Гетти. Наверное, Тетти все-таки. Ну, давайте отправимся, посмотрим, что это за усыпальня такая. Усыпальница. Так, она находится где-то вот тут. Ближайший у нас портал... Блин, они все неудобно расположены. Ну, наверное, вот этот. Королевский перекресток. Да, давайте мы туда отправимся. Королевский перекресток, и от него уже... Да, в принципе, будет удобно дойти. Вот в эту сторону. Я, кстати, и забыл, что у меня такие утренние звезды висят. Хотя, вообще, по-моему, вот эти вот фигни, которые у меня на поясе, это не утренняя звезда. Утренняя звезда это, по-моему, другое оружие. А это вообще называется как-то по-другому в реальности. Что-то я помню, был такой факт. Где-то читал. Надо пересмотреть. Ну-ка, мне даже самому интересно, здесь это как называется оружие. Но здесь называется... Так, у меня куча всякого барахла, от которого нужно будет избавиться когда-нибудь. Подожди, где оружие надетое? Не понял. Вот. В глаза долблюсь. Так, роскошная утренняя звезда. Но все-таки это не утренняя звезда, это как-то по-другому называется. Вот если кто помнит, кто знает, в комментариях напишите. По-моему, утренняя звезда это вообще что-то другое. Оружие. Да, кстати, у меня очки есть. А ну-ка, давайте-ка мы их распределим. Так, что бы мне качнуть? Здоровье у меня достаточно часто приходится убегать, чтобы похилиться. Может, здоровье вкачать? Потому что сила вроде как уже так более-менее нормально, а здоровье печалька. Так, вкачали. Дальше. Что еще? Алхимия.
Сила и время воздействия эликсиров. То есть это получается, если я буду создавать когда-нибудь зелья здоровья, то они у нас будут посильнее, да? Или может быть вкачать пока ремесла по полной программе. Потому что прокачивать оружие и доспехи мне нужно часто. Как воину. Так, следующий уровень 9. А у меня сколько? 3 очка, да? Я могу максималку? Да, могу максималку добить. Вот, отлично. Теперь осталось посмотреть, куда я убежал. Я пробежал. Уже мимо пробежал, да ладно. А как-то я так. По-моему, вот здесь надо, да? Сквозной проем. Проход. А, не-не-не, вон дальше такая маленькая кишка. Вот, да, вот эти. Вот эти. Выносливость надо вкачать. Во, точно, у меня быстро стамина кончается. В следующий раз можно стаминку покачать. Так, подожди, опять что ли пропустил поворот? Да как так? Так, стоп. Вот где-то здесь. Блин, да. Пропустил, не заметил. Бывает. Насколько я успел заметить, вернее, прочитать на фандоме, вот как раз я читал про вот этот квест с усыпальницами и смотрел, кто как проходил, да, там, ну, какие советы и вообще у кого так же бомбило, как у меня. На самом деле есть люди, у которых бомбило, но их было не так много, как я ожидал. Все-таки все быстро вкуривали, что нужно ходить по вот этим вот подсказкам. Вот, и насколько я успел понять, самая последняя гробница, она самая большая. То есть там вообще громадная такая архитектурная постройка. И тут, если я сейчас заблужусь, то это все, это будет крах. И капец. Вот бочка. Давайте ходить по бочкам. Так. Тут ни одной бочки не встречается. Может быть, нам нужно вот сюда? Тупик. Тупик. Нет, значит, бочка нам показывает сюда. По идее, она должна... Бочка-то должна быть ближе, скажем так, к тому краю, который нам нужен. Вот бочка. По идее, нам ближе сюда, значит, нам сюда. Так, сюда. Ну, теперь, да, теперь эта задача прям простая становится, когда знаешь эту фишку, да. Когда тебе, когда тебе уже многие написали о том, что надо ходить по этим бочкам, уже становится проще. Так, а вот тут куда? Бочки тут нет. И здесь бочки нет. Наверное, надо прямо. Если типа бочка тебе не показывает, куда надо идти, значит надо идти по тому направлению, куда она тебе указывала в последний раз. Так, врага слышу. Не, это точно враг, это не эмбиент. Где-то рядышком. Какой-то тварью хожу. Вообще было бы прикольно, если бы в этом квесте был еще какой-нибудь блуждающий монстр. То есть ты вот так ходишь, и бац, он за тобой приперся. Скучали? Скучали, да. Так, у них... это у нас там, по-моему, тараканы.
Против тараканов хорошо пойдут мои мечи. О, темно. Так, найти главный чертог. Ну вот он, нет? Это не главный чертог? Так, одного меча будет достаточно, как думаете? Наверное, будет достаточно. Да, вполне достаточно одного меча, чтобы этих тварей поубивать. Но слишком маленькая комната и какая-то она невзрачная для главного чертога, как мне кажется. Ух ты. О, 10 тысяч монет. А все, мы нашли финальную комнату. Я считал, что как раз наградой будет там 10 тысяч монет. Изящный кинжал вообще какашка какая-то. 2 ткани. Тоже фигня, краситель. Зелье. А что я заморачиваюсь? Можно сразу все. Так, кристалл очков. Выносливость плюс 8. Вот это вот круто на самом деле. Грузоподъемность на 60 увеличивает. Замыкающий кристалл. И все. Мы прошли этот квест. Кстати, у меня тут колчанов немерено. Давайте сделаем себе несколько тканей. Блин, а сейчас сколько у меня всякого накопилось. Честно говоря, устал вот это вот разбирать, постоянно подбирать, разбирать. Так вымораживает. Кто бы знал. Так, подожди, а этот... Гномий кинжал бобра, хвост бобра. Странно, вот этот крутая жесть вроде получше, но у него дамаг похуже. А у этого плюс 10, я не понимаю, из-за чего у него плюс 10, я его даже не прокачивал. Хвост бобра. Надо с ним разобраться, я что-то пока не понял. Что это за хвост бобра? Луки. Так, вот эти всякие посохи тоже нафиг не нужны. Продавать я ничего не буду, потому что денег у меня завались. Жезл Ирфана. Таня. Ладно. Уникальные оружия я, наверное, оставлю у себя пока что. Рубака. Одна ручка, кстати. А это молот правосудия двуручка. Ну, давайте молот правосудия разобрать. Я не помню, по-моему, он с кого-то выпадал, но уже пофиг. Гуру Сиама. Острый блеск. Во! Кинжалы палача. Клинок палача. Надо их сейчас заюзать. У меня теперь... Это самое лучшее оружие, которое я могу таскать. Так, что еще? Блин. На самом деле куча всякого барахла. Давайте так, преобразовать. Сила. Давайте мы это все поснимаем. Выносливость, урон, подлый прием. Нафиг он нужен. Вот. Теперь буду ходить с более крутыми мечами. Преобразовать. Ну, начнем. Еще раз хочу сказать, что меня дико раздражает вот эта долгая анимация улучшения оружия. То есть это сколько? Давайте. 1, 2, 3, 4, 5. Почти что 5 секунд. Ну, блин. Неужели нельзя было как-то побыстрее это сделать? Кстати, получится мне на фулл прокачать. По материалам, наверное, должно хватить, а вот по уровню. Чтобы улучшить предмет, требуется более высокий уровень навыка изготовления оружия. А, подожди, все.
11 раз я смог его улучшить, а то и не считал. По-моему, да. Вот это дамага, ребятушки. Так, меткость, выносливость. Давайте на силу поставим. Так, выносливость, меткость, сила. Вот это у меня будет прям чисто меч силы такой. Плюс 4 силе. Так, теперь вот этот прокачаем. Надеюсь, на него хватит. Ну да, значит 11 раз я прокачал тот предыдущий меч. И он где-то, получается, почти 100, да, прибавил к урону. Но это приятное дополнение. С учетом того, что у меня и меч-то новый, более сильный, чем вот... у меня Гладиус был, по-моему, до этого. Так, это вообще хорошо. И все. Железа у меня уже не хватать. Так, можно что-то разобрать? Так я же могу Гладиуса разобрать. Боевые кинжалы. Да, могу. Все, финалочка. Нет, не финалочка. Блин. Ну ладно. Пока будет меч похуже. Давайте на него урон тогда вкачаем, раз это меч более слабый. Выносливость. Меткость, подлый прием. Может, я могу что-то снять? Какой-нибудь крутой. Сила воли, воровство. Сопротивление физическому урону. Вообще такие вещи хорошо одевать на доспехи. Меткость, меткость, меткость. Так, хорошо. Стало мастерства. Это что такое? Тоже меткость. Не знаю, насколько разумно ставить меткость на оружие ближнего боя. Может быть, это действительно имеет какой-то эффект. Так, вот, на силу есть один камушек. Можно, наверное, отсюда его снять тогда. И вставить что-нибудь другое. Например, ту же самую выносливость. Сила, подлый прием. Это что я делаю? Вот, давайте мы отсюда уберем выносливость и ставим ее лучше в штанишки. Вообще со штанами тоже надо разобраться, но, блин, это... Если я сейчас засяду, то это засяду на час примерно. Все вот это разбирать, это надо все-таки после записи делать, наверное. Мне всегда влом после записи что-то тут еще заниматься. Честно, признаюсь, мне иногда влом. Так, меткость кстати, еще один камень на выносливость. Давайте-ка мы тоже отсюда снимем камушек. У меня какой-то медальон надет? Не надет? Да ладно. 4 кольца, медальон. Так, вот, на силу еще один камень. Меч. Вот. Все, отлично. У нас теперь мечи полностью прокачаны. Можно так сказать. Доспехи наемника. Вообще они намного круче. Это у меня прокачано, это не прокачанное. И
Смогу его хоть немножко прокачать? На один, офигеть. Ну, кстати, пусть лучше у меня будет защита от режущего, чем от дробящего, верно? Так, меткость, выносливость. Выносливость. Нужно кольчужные принадлежности. Так, это у нас понятно. Смотрим, меткость, грузоподъемность. А это что? Замыкающий. Увеличивает дополнительный параметр на 30% и делает невозможной дальнейшая работа с этим предметом. Не, спасибо. Давайте грузоподъемность поставим. О, подожди, а откуда у меня вот эти боевые доспехи взялись? У меня они разве были? Наручи 26, а это 30. Но перчатки наемника лучше. Короче, доспех наемника лучше. Для воина, по крайней мере. Да? Шлем крутой. Конечно, все это нужно прокачивать. Железа не хватает. Так, щиты разобрать. Они бесполезны. Но уже получше стал, да. То есть, если я сейчас надену это, а это разберу. Плюс 1% всего получаю. Сила воли, сила воли. Защита от мороза, от яда и... А это чего? От грома? Ну, от молнии. Хорошо. Блин, шлем наемника крутая вещь. Но нужны кольчужные детали. Ткань, кожа, железо. Ну ладно, хватит пока. Убить первосвященника и его слуг. А кто из них первосвященник? А, вот первосвященник. Я-то ожидал, что здесь будет какая-то мега-супер громадина, а это так. То есть, не знаю, ожидал какую-нибудь гаргулью тоже, но было бы намного эпичнее сражаться. Или мы уже видели в сетевой игре, тут есть големы, которыми очень тяжело тягаться. Так, ну нам сюда, да? Я так понимаю, что смысла изучать это подземелье не имеет. Поэтому к черту. Выходим наружу. Так, ближайший вот сюда. Так, сюда. А, прямо бежим, прямо.
Так, она показывает мне сюда, что ли? Бочка, да, сюда. Правильно. Не в этот проход, нет? Все, выход. Ну, вот такой вот квест. А, не знаю, был ли он интересен. Ну, ладно, скажу так, награда за него, в принципе, неплохая. Но вот если бы я не потратил столько нервов, то она была бы еще лучше. А так, за то, что я час бегал по вот этим однообразным подземельям в предыдущем прохождении, я считаю, что это маловато. Я несоизмеримо страдал, скажем так. Хотя, опять же, кто-нибудь наверняка напишет, что это по своей глупости, и отчасти этот человек будет прав. Но не из-за глупости, а не из-за невнимательности. Так будет более точнее. Вот, потому что... Ну, для меня было не очевидно, да, что... Во-первых, будет такой уровень на логику, да, с учетом того, что игра очень прямолинейная, и все квесты, они, по сути, однообразные. И опять же, если вспоминать, допустим, вот подземелье Чезнодара, да, этот, ну не подземелье, как это называется, канализацию, да, то там, по-моему, насколько я помню, каких-то ориентиров-то и нет. Ну, то есть ты можешь так визуально запомнить, где какой проход, куда он ведет, но именно подсказник вроде бы нет. Вот, и тут такой квестик. Ну, я уже обо всем писал, говорил, так что не хочу больше. Ну, будем считать, ладно, если кому-то так будет проще, будем считать, что это я не прав. Вот. Теперь, значит, квест у нас, кстати, доспех хороший. А можно ли купить... Да пошел ты. Мне нужен торговец, который продает запчасти. Прошу прощения. Такие наверняка имеются. Лучшие цены, только все самое лучшее. Вот, лавочник. Добро пожаловать. Заходите, осмотрите. Сосуд. Лучшие. Нафиг мне твой сосуд. Друзья, не взглянуть В на хлеву наши вырос. товары. Так. Сколько угодно, господин. Не то. Видимо, они только вечером появляются. Когда основные торговцы разбегаются. Ты То что куда? делаешь? Ну ладненько. Давайте посмотрим, что у нас дальше по квестам. Путь в бай. Так. В башню. С баей мы закончили. Это хорошо. Макс большой буквы. Датан, магистр гильдии магов, знает, как попасть в башню. Нужно отыскать его и найти... начать поиски стоит в самой гильдии. Так, Атмандор, изменник, слеза, Малиэль. Мне нужно вернуться к Ризе. Полагаю, Мазон уже принес чертежи. Ну, давайте выполним вот этот квест. Мне хочется поговорить с Ризой. Мне она нравится. Как персонаж. И да и в целом. Во. Горожанин. Торгаш. Так, а сколько у меня... Сколько у меня отмычек? Вот. 37. В принципе, с моим уровнем уже взломан на текущий момент. Я думаю, мне больше-то и не надо. Так. Личная площадка телепорта, кстати. Надо запомнить, что она у меня имеется. Куча всяких зелий. Не знаю, нужны ли они. И нужны ли они мне, господи. Так, вот, я знаю, что хочу сделать. Сейчас, секунду. Еще раз давайте поговорим. Хочу продать ненужные мне амулеты. И кольца. Разницы от них все равно немного. Стоп,
А, я сейчас сделал глупость, наверное. Я забыл, что кольца-то у нас не улучшаются. А бывает кольцо с 3, мне интересно, открытыми. Что-то не вижу такого. А, кстати, есть ли перк, который с ювелирными украшениями дают работать? Ну-ка. Ой! Ай, ай, прости, блин. Простите, простите, простите. Заходи, друг мой. Оцени наш непревзойденный сайт. Скучали? Я не хотел драться. Видишь, я даже меч убрал у тупицы. В первой части они вроде как разрешали, типа, убрать меч и все. Так, и что мне теперь делать? Я не помню, оно со временем пропадает или нет? А, все, пропало. Нет, не пропало. Да я сдаюсь, сдаюсь. А, он с гиеной решил побороться. С места. И хоп. Все равно Не с от меня места. не спрячешься. Вот и стражи, блин, одну гиену победить не могут. Ай! Я не дерусь с тобой, дубина ты, стаиросовая. Реально не помню, как снимать... Ого, я прыжок сделал. Не помню, как снимать поиск. Не с места. Так, мужики, а между прочим, я уже не в розыске. Какого фига вы меня бьете? Не с места. Все равно от меня не спрячешься. Они меня убить должны, что ли? Взял в обход, обошел их. Блин, или тут можно как-то откупиться было? Я вот честно не помню. А если они меня будут дальше кошмарить, то я не смогу проходить квесты. Что делать? Может, надо к этому, к начальнику полиции зайти, местному? Блин, и здесь тоже. Надо людей не толкать, стараться. Так, лавочник, что ты продаешь? Магию, да? А, во, вспомнил, я хотел посмотреть, есть ли навык на улучшение ювелирки. Изготовление оружия. Работа с камнями. Вы можете улучшать свои предметы с помощью камней 2-го уровня. Камней 2-го уровня. Это вот эти, что ли? Кристалл очков. Надо качнуть, посмотреть, что это за фигня такая. Вы можете улучшать свои предметы с помощью камней 2-го уровня. Можно объединить несколько камней 1-го уровня и получить камень более высокого уровня. Следующий уровень объединения камней. Объединение камней 3-го уровня и 1-го.
Так, тут только магия. Кстати, я знаю магию призыва. Честно. Перемещение, крадучесть, скорость. Просто скорость дает, да ладно, фигня какая. Воровство мне не интересно. Смертельный удар. Вы можете нанести смертельный удар на расстоянии 1,6. Ну, это тоже. Так, они тебя должны не видеть, а если они увидели, то все уже, это не работает. Кому это нафиг надо? Так, ну, лучник тоже я не качаю себе. Бойцовские навыки. Блок. Сильный блок снижает... Так, ну, кстати, блок хорошая вещь. Пробивание щитов. Погодите, я тут вспомнил одну вещь. А как мне на быстрый слот добавить мои умения боевые? Я вот только сейчас осознал, что я ими практически не пользуюсь. Если в сетевой как-то там я делал какие-то финты, вот, например, ментальный удар, а вот эти как? Вот, там, по-моему, от оружия зависит, от типа оружия какое-нибудь одето. То есть оглушение, например, только с этим. Все, вспомнил. То есть у меня сейчас натиск стоит, пробивание и ментальный удар. Но нужна книга. Сбивание с ног у меня, по-моему, тоже там срабатывает в какой-то определенный момент. А если сейчас возьму в руку факел? А вот почему-то... надо мечи, наверное, достать. Да ладно, убрал. Это еще что? Стоп. Зря я убрал портал. Личный. Где они? Тут где-то. Ну, пусть тут и стоит. Хорошо, давайте вернемся еще раз в Чезнадар. Посмотрим, если получится там договориться, то хорошо. Если нет, надо что-то придумать другое. Не знаю, поищем мага, может быть. Все, падает. Отлично. Супер. Тогда ищем, где у нас Риза торчит. Она у нас... Так. То есть это мне нужно полностью вот так обойти. Ой, блин. Не, лучше по наружной стене пройдемся. Да, вот куда-то сюда. Я помню, у нее там где-то... Да, ты сам виноват. Согласен. Вход в ее дом находится вот здесь. Вообще нужно этот квест пометить, что я хожу вслепую. Мне не нравится. Так, 5. Вот этот дом. Нет. Подожди, у нее на 2 этаже, что ли? Или все-таки с той стороны надо было зайти? Блин, я вот... В этом городе постоянно путаюсь, он меня так раздражает. Вот эти вот лабиринты непонятные. Здесь, по-моему, пройти можно. Оп, стоп. Вот, да, чердак. Она у нас Карлсон. Ух ты. Эликсир маны. Это нельзя. Здоровье эликсир. Мазон принес чертежи. Да, вот они. Я отметил вход в подземелье. Только он заперт.
И как его открыть? В храме есть 4 статуи, за каждой из них спрятан рычаг. Рычаги надо передвинуть. А стражи там нет? Я разметил все маршруты стражников, но они могли измениться. В последний раз я влезал в тот храм несколько месяцев назад. Будем надеяться, все осталось как прежде. Я слыхал, что после моего последнего визита они усилили охрану. К несчастью, я не знаю, как именно. Так что не забудьте оружие и глядите в оба. За это не беспокойся. Ладно, ну так я пойду. Мы ведь теперь квиты. Только если эти чертежи нам помогут. Горячая женщина, а? Ха, смотри, не упусти ее. Мы вовсе не... Не упущу, приятель. Удачи тебе. Спасибо за помощь. Тебе удачи. А как же Дарфа? Что ты на меня так смотришь? Все еще думаешь, что это сработает? Так же, как и прежде. Тогда мне не стоит вмешиваться. Очень выгодная позиция. Просто поразительная. Не знаю, что значение слова кастерили. Я даже не уверен, что правильное ударение ставлю. Кастерили. Типа кастрировали, я не знаю. Увидимся у тебя дома. Даже не подумал меня поцеловать. Вот мужлан. Ты ко всем так жестоко или только ко мне? Радуйся, что ты не из стражи. Как-нибудь потом непременно порадуюсь. Хорошая мысль. Как малые дети, ей-богу. Так, украсть слезу. Вперед! Вопрос только куда. Это главный храм, точно. Это где вот эти странные люди. Так, стоп, я такой прослушал, там они случайно не говорили, что нужно ночью туда припереться? Риза попала в беду, и я решил ей помочь. Мне нужно проникнуть в храм Хатмандора и украсть драгоценный камень, который жрецы берегут как зеницу ока. По сведениям Мазона, он хранится в подземелье под храмом. Если я воспользуюсь его планом, все может получиться. И, естественно, ничего не получится. Ой, простите, ребят. Вообще, кстати, в самом Хатмандоре живут вроде как богатые, знатные люди, и по идее, если ты их толкнул, то, мне так кажется, было бы логично сделать больше агр стражей, ну и вообще, чтобы шкала вот эта росла быстрее недовольства. Ну, типа, как ты сумел, я там великий жрец, или я там великий купец, и на дуде игрец. Что ты здесь делаешь? Осквернитель храма! Стража! Злоумышленник! Наверное, что-то не так сделал. Ах ты, ублюдок! А он хитрый. Оу. Что это он делает? Эй! Блин, братья Имхотепа. Так, главное жреца не ударить. Мне кажется, это не стоит делать. Он все-таки безоружный. А безоружных бить нельзя, это не по-геройски. Добивашка без добивания. Вот это, конечно. Не знаю, было когда-нибудь еще в такой игре, что... Ну, в любой игре что-то подобное, когда ты типа делаешь добивание, но оно не срабатывает. Это либо баг, либо просто хохма такая. Ляг, отдохни. Изящную саблю подобрал. А монахам, в принципе, все равно. Ого! Им вообще все равно. Они молодцы. Они не вступают в конфликты. Уважуха, парни.
Красивишно. Надо как-нибудь сделать какой-нибудь супер-пупер скриншот. Так, они сказали, что там 4 рычага, чтобы открыть. Так, можно я пройду? Простите. Эй! Нифига себе, у него коса. Круче, чем у Обеликса. Что ты здесь делаешь, осквернитель храма? Стража! Злоумышленник! Что с твоим голосом? Ублюдок! У тебя голос, как будто тебе на яйца наступили. Ублюдок! Ай. Так. Мне даже жалко его убить с таким голосом, мне кажется, не знаю. Хотя кто я такой, чтобы судить о человеке по его голосу? Мой голос тоже не из приятных, мне кажется. Я открою вам секрет, я одно время подрабатывал в колл-центре и, скажем так, проверяющий меня человек, когда только обучался, сказал, что у меня приятный голос. Это было очень неловко услышать нечто подобное. Так. Монахи. Не знаю почему, но вот этот храм мне чем-то напоминает локации из Крутого Сэма. Прям что-то такое навевает. Какой-нибудь Карнак, не знаю. Эй, ты! Луксор. Опа, а вот, по-моему, рычаг сейчас видел, да? Да. Ну точно. Блин, в Крутом Сэме была такая же фигня, то есть была такая площадка с колоннами, и нужно было возле этих колонн искать кнопки. И там постепенно, там, нажимая на каждую кнопку, постоянно появлялись новые враги. Слушай, такая ностальгия, ой. Дверца. Интересно, куда она ведет? Наверное, на второй этаж. А можно проверить, куда дверь ведет? Можно было по стелсу пройти. Но стелс для слабаков. Я что, зря мечи свои качал? Так, это уже внизу. Где-то еще один остался. Наверняка по-хитрому как-то запрятан. Так, закрытая дверь. Смотрите, как они клево улеглись. Скриншот. Так, стоп. Этот внизу. Этот внизу. То на каждой статуе получается. Да, не очень хитро было спрятано. А вход у нас вот здесь, я так понимаю, открылся. Ну да. Повеселимся? Каменные стражи. Вау. Так, и у них резист к режущему. Плохо. Это плохо. Тогда берем утренние звезды. Так, саблики тоже разобрать.
Отрада Троглина. Ого, вот это покруче, чем крутая жесть. И даже круче, чем гномский бобровый хвостик. Вот эта тема. Надо полностью сейчас вкачать, короче, звезды, насколько это возможно. Не намного получилось. Ну ладно. Так, потом надо, кстати, разобраться все-таки с обмундированием своим. Темно, холодно, грязно. Идите сюда. Во, совсем другое дело. Приятно было познакомиться. Да, только умирают они, не рассыпаясь на куски, а падая, как обычные тела. Не атмосферненько. Замок с секретом. Ну, попробуем. А может попытаться авто взломать? Воу, да ладно, получилось. С первого раза, офигеть. Боевые штанцы нашел. Где-то что-то открылось. Наверное, вот здесь. Интересно, а если я подкрадусь, я смогу убить его? А, это не та статуя, которую я ищу. Ну-ка, можно ли убить статую кинжалом? А, фиг там. Он слишком глазастый для человека, вернее, для существа, у которого нет головы. Ляг, отдохни. Так, где второй? Давай же сразу тебя. Даже пытаться не будем убить втихую. Эта тварь сознательно не хотела ставить этот блок. Мне кажется, вот это тоже живой. Я потом на обратном пути наверняка на них нарвусь. Что-то тут зловещее. Я чувствую. Ясно. Не знаю почему, но мне сейчас это Skyrim напоминает. Стой. Ладно. Ну-ка, попытка взлома еще раз. А, не получилось. А снова не получилось. Не получилось. А, не нажал. Да, кстати, надо было запастись все-таки побольше, купить себе отмычек. То есть я должен успеть. Беги, Форест. Так вот, да, что я говорил, надо было купить побольше отмычек и просто брать и взламывать все уже автоматически. Наконец-то я дошел до того состояния прокачки, что мне не надо все вот это вот самому ручками, глазками высматривать там. Я готов потратить все свои деньги на отмычки в этой игре. А, кстати, между прочим, я же дом купил, я так в нем ни разу и особо-то не побывал. Ну, только после покупки. Я даже забываю, что он у меня вообще в принципе есть. Сколько я тогда за него отдал? 30-ку или больше? Так, что-то я подобрал. Что-то интересное. Книга о натиске. О, отлично, теперь я могу делать натиск. Как раз только сегодня смотрел, да?
Давайте сразу разберем пики точеные и улучшим наши утренние звезды. Гномий кинжал тоже разберем. И все, да? О, шляпу. Нафиг ты мне нужна шляпа. Сапоги следопыта, сапоги адепта магии. Кстати, почему-то сапоги адепта магии очень такие неплохие. В сравнении с тем, что у меня сейчас есть. Ну у меня вообще самые дешманские кожаные сапожки. Надо бы на что-то их получше поменять. Что у меня самое прикольное? Сапоги наемника. Давайте на сапоги наемника, что ли. Подожди, у меня здесь меткость, выносливость. Бивис. Кожаные перчатки. Если я их разберу, то там тоже будет кожа, да? Маловато у меня кожи, чтобы улучшать мою одежку. О, драконьи сапоги. У них неплохие статы, я так посмотрю. Когти гепарда. Ну вот это, кстати, пососные какие-то немножко. Ботиночки. Шкура варна. Меткость. Дает меткость и чуть-чуть получше статы. Прям совсем. Надо разобрать эту фигню. Кожа, ткань. Получили. Блин, везде кольчуга нужна. Везде нужна кольчуга. А что лучше, штаны наемника или боевые штаны? Вообще, по-моему, штаны наемника, да? Да, штаны наемника лучше. Тогда можно боевые, наверное, разобрать. Деталь кольчуги, кстати, одну даст. Уже хорошо. Так, сапоги наемника. Я хочу поменять их на свои. Вернее, свои с сапогами. Преобразуем. Там сила воли. Выносливость. Сила воли. Да блин, вы что, издеваетесь? Преобразовать. Снять. Так, сила воли, что ли? Или выносливость? Сила воли, по-моему, у нас на магию влияет, если я не ошибаюсь, да? Ну да, магия, так что лучше выносливость. Пусто, ничего нет. Ого. А между прочим, дверку можно было бы открыть. Видимо, рычаг где-то внизу. Да упади ты уже. Все.
Шикарно. Да. Когда я его уже начну ваншотить, а? Или, в принципе, до такого уровня докачаться не получится, к сожалению. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то они так мне накидали сейчас. Вроде казались не опасными противниками, а тут на тебе. Арена с боссом. Или с кучей врагов. Не хочу тратить на это свои силы. Пусть сам взламывает. Что такое? Алтарь воплощения. Возьмем. Я, конечно, не маг, но... То есть меня это не сильно напрягает, то, что я беру вот эти вот фигни. Для мага. Ой-ой-ой, мумая. В принципе, наверное, мечами я бы их разобрал быстрее, но они от этого-то неплохо падают. От утренних звезд. Такое ощущение, что, в принципе, утреннюю звезду нельзя заблокировать атаку. Приятно было познакомиться. Так, ну пока там застрявший пытается разобраться, как ему пройти до меня, я тут полутаюсь. Опа! Давай еще раз. Второй заход. Ай, промазал. Нате. Ах ты ублюдок! Так, ну что? Что это такое? А, это камушек, слеза. Точно. Подожди, а как его взять-то? А, встаешь на насыпь и берешь. Полезная штука. Полезная штука не то слово, чувак. Выход. Где я? А, вот, выход. Ну все, сейчас дадим тогда квест Ризе. И можно чапать отсюда. Так, не сюда. Дальше. Подожди, куда меня ведет? За город, что ли? А, нет, не за город. Я забыл, что Риза у нас живет в Нищанском Чезнодаре. А я нахожусь в Хатмандоре. Так, нельзя людей толкать, а то сейчас стража опять сагрится. Хотя там, конечно, я не толкнул человека, а треснул его перчаткой по морде, который был мой кулак. Так, я помню, теперь лестницу здесь. Аллилуйя, мы на месте. Сдаем квест. Я уж начала беспокоиться. Боялась, что меня убили? Замучили? Защекотали? Прекрасно. Шутник, Ты блин. больше не услышишь от меня ни одного возражения. Я... Тебя что-то тревожит? Прости, после всего того, что ты для меня сделал, ты должен узнать правду.
Я некромант. Мне Я 100 лет. никому ничего не должна. Слеза нужна для другого. Я не понимаю. Нужно выманить зверя из берлоги. Того, кто давно положил глаз на сокровище. И теперь, когда камень у меня, Ты его убьешь. так же, как когда-то, он убил всю мою семью. Так же, как были убиты люди Миража. Они завладели тем, что принадлежало моей семье. Твоей семье? Ты... Риза Дарам, дочь Турса Дарама. А, У Турса был сын. Обычно первенец назначается наследником семейного дела. Когда родилась я, это казалось совершенно неприемлемым. Его брат, мой дядя, предложил, чтобы мои родители воспитали его сына как своего, и затем объявили его своим законным наследником. Когда их убили, Твой дядя рассказал тебе правду. мало какой дяде будет столь тяжело переживать потерю племянника. Так горюет только о сыне. Тетушка не могла на меня даже смотреть. Мираж лишил меня сразу 2 семей. Я хочу забрать у него то, что по праву мое. Сразу все или по кусочку. Не буду даже заговаривать о том, что месть — это не выход. А я даже слушать не буду. Но как ты планируешь добраться до него? Никто никогда не видел его лица. Кроме одного человека. м, так, нет, я хочу узнать, кто такой Мираж. Язык. Я не могу оставить тебя одну в этом деле. Я попросила Ерска сообщить языку, что ты украл слезу, чтобы отблагодарить его покровителя. Без моего разрешения? Тебя собирались убить. Мне нужно было получить для тебя... для нас отсрочку. И сколько у нас времени? Немного. Язык нашел меня и сказал, что как только мы будем готовы передать камень, нам следует его об этом известить. Он сопроводит Миража к месту встречи. Где оно находится? В канализации. Встретимся там, но сперва ты должен сообщить языку, что мы готовы. Хорошо. Риза, Валарин нанял меня, чтобы я тебя разыскал. Я знаю. Но я уверен, что ему будет намного приятнее выяснить личность Миража, чем найти преступника, убившего его. Спасибо. Увидимся в канализации. Удачи! Так, ваша репутация в Гиризе улучшилась. А почему? Потому что Риза... То есть отец Ризы был главный в Гиризе, так что я просто уже не помню. Но вообще интересный поворот, да. Не ожидал, что девчонка, работающая в подтанцовке у какого-то местного барыги в Хатмандоре, является дочерью бывшего авторитета, которая хочет убить нынешнего авторитета. Да, прикольно. Да, мне нравится. Вот такие квесты интересные. Когда есть интересный сюжет, а не когда кучка полоумных идиотов потерялась, в каких-то там, как это называется, лабиринтах. Причем вообще идиоты потеряли одного человека, оставили его, пошли в другие. Там еще кого-то потеряли, пошли в другие. Блин, идиоты. Ладно. Короче. Язык. Я попросила... Без моего разрешения. Тебя собирались убить. Мне нужно было получить... И сколько? Немного. Где? В кан... Хорошо. Я... Но Так, я- ну... Спасибо. Сколько по времени идет запись, я что-то не знаю. Не вижу, сколько идет. А, вот час идет запись. Ну, я думаю, на этом стоит тогда закончить. Потом мы наконец-то узнаем, кто такой Мираж. Я надеюсь. И, может быть, Риза станет моей женой. Не знаю, как я объясню все это Дарфе, но как-нибудь. Короче, дорогие друзья, всем пока, всем хорошего настроения. Вот. Сейчас у меня небольшие, скажем так, сложности, много дел, поэтому видео выходит не часто, но я постараюсь это все как-то наверстать и как-то все это по-быстренькому, как это назвать,
Ну, вы поняли. Короче, наверстываем упущенное. Проходим все по-быстрому. Все, хорошего всем настроения еще раз и до скорой встречи.